Привет, фанаты BTS. Когда Calvin Klein, бренд, давно позиционирующий себя на стыке минимализма и культурной значимости, объявил об открытии своего флагманского магазина в Токио, это не было случайным шагом, это был стратегический, продуманный, что самое главное, точный ход. Токио – одна из самых влиятельных мировых столиц моды. Любой бренд, инвестирующий в этот рынок, понимает, что его присутствие должно быть не просто розничным, оно должно быть символичным. Именно здесь компании выходят за рамки продвижения и становятся частью культурной среды. Ожидается, что предстоящая кампания Calvin Klein, которая совпадет с открытием крупнейшего на сегодняшний день магазина в Японии, оставит яркий след, не только благодаря своей архитектуре и линейке продукции, но и благодаря силе выбранного амбассадора бренда – Чингука. Не будет преувеличением сказать, что Чингук стал одной из самых узнаваемых культурных фигур в мировом медиапространстве. Его связи выходят далеко за рамки музыки, моды, цифровых медиа и люксовых брендов. Он олицетворяет собой сочетание коммерческого успеха и амбициозных образов. Решение Calvin Klein поставить его в центр этой важной кампании подтверждает переход бренда глобальной, ориентированной на молодежь идентичности. Все указывает на то, что Токио станет эпицентром продуманного модного события. Разрабатывая иммерсивный розничный опыт и курируемую кампанию с впечатляющими визуальными образами и участием знаменитостей, Calvin Klein не просто расширяет свой географический охват, он заявляет о своих намерениях. И в центре этой активности – Чингук. Ожидается, что одно его присутствие привлечет внимание СМИ и общественности, которое обычно уделяется культурным событиям, а не коммерческим заявлениям. От этой кампании не ожидается, что она будет опираться на эмоции, зрелищность или ностальгию, вместо этого она фокусируется на контроле. Контролируемом визуальном запуске, контролируемом открытии пространства и контролируемой подаче образов. Образ, который Calvin Klein скрупулезно создавал вокруг Чингука, все камеры, все объективы и все экраны будут направлены на него. Но в отличие от компаний, основанных на мимолетных ощущениях, эта компания основана на устойчивой стратегии и узнаваемости, согласующейся с брендом. Решение Calvin Klein посвятить свою предстоящую кампанию в Токио Чингуку не отдельный творческий ход. Это часть долгосрочной брендинговой стратегии, которую компания совершенствовала более десятилетия. Calvin Klein неизменно стремился утвердиться не только как модный бренд, но и как икона стиля жизни, которая тесно связана с культурной эволюцией, особенно среди поколения Z и миллениалов по всему миру. Стратегия бренда основана на 3 столпах – актуальности, минимализме и адаптивности. Эти столпы реализуются благодаря тщательно подобранным коллаборациям, своевременным рекомендациям и стремлению поддерживать ясность бренда. С конца 2010-х до середины 2020-х годов Calvin Klein перешел от широкого привлечения знаменитостей к целенаправленному партнерству с фигурами, олицетворяющими культурный капитал и привлекательность для разных рынков. Чингук, с его глобальным признанием и влиянием в различных демографических группах, идеально вписывается в эту модель. В то время как такие рынки, как Северная Америка и Европа, развивались благодаря цифровым компаниям и инновациям в розничной торговле, Азиатско-Тихоокеанский регион теперь находится в центре более глубокого расширения, не только объема или продаж, но и контроля над повествованием. Токио, будучи одновременно коммерческим и культурным центром Восточной Азии, предоставляет стартовую площадку для следующего этапа глобальной эволюции бренда. Сосредоточив эту стратегию на Токио и выбрав Чингука лицом компании, Calvin Klein продемонстрировал глубокое понимание того, как сочетать локальную значимость с международным резонансом. Двойная привлекательность Чингука, корейской иконы с неоспоримым мировым признанием, позволила Calvin Klein действовать на обоих уровнях. Он напрямую общался с региональными потребителями, сохраняя при этом авторитет и узнаваемость бренда на мировом уровне. Эта стратегия брендинга также подразумевала высокий уровень контроля над запуском кампании. От визуальной эстетики до дизайна магазинов, Calvin Klein обеспечил единообразие бренда, интегрируя местные тенденции. Компания стартовала с единой, но достаточно гибкой идентичностью, учитывающей нюансы регионального потребительского поведения. В Японии это включало в себя глубокую оценку целостности бренда, утонченность дизайна и эмпирическое взаимодействие, а не поверхностный маркетинг.
Цифровые платформы остаются основой коммуникационной стратегии Calvin Klein. Благодаря присутствию Чингука бренд получил мгновенный доступ к миллионам вовлеченных подписчиков без необходимости искусственного создания охвата. Это позволило компании оставаться эффективной и при этом максимально эффективно воздействовать на аудиторию. Мероприятие в Токио было не просто анонсом бренда, это было заявлением о будущем видении Calvin Klein, донесенном через единую точку зрения. Глобальная брендинговая стратегия Calvin Klein основана на взаимодействии с влиятельными в культурном плане фигурами, выборе эффектных мест запуска и последовательном распространении сообщений. Токийская компания отражает зрелость этой стратегии. Она была разработана не просто для создания краткосрочного ажиотажа, а для формирования долгосрочного позиционирования. Чингук, как основной инструмент брендинга, был в центре этого воплощения. Выбор Чингука был основан не только на его популярности как участника BTS. Он скорее отражал его переход от групповой идентичности к сольной карьере. В последние годы он превратился в независимую публичную фигуру, способную привлекать внимание международной аудитории, сохраняя при этом сильную лояльность местных жителей на ключевых рынках, таких как Япония, Южная Корея, Юго-Восточная Азия, Европа и Северная Америка. Этот редкий баланс делает его бренд-активом с низким уровнем риска и высокой доходностью. С точки зрения брендинга, образ Чингука идеально соответствует основным эстетическим принципам Calvin Klein – чистота, современность и сдержанность. Его личный стиль часто подчеркивает нейтральную цветовую палитру, четкий крой и минимум аксессуаров. Эти элементы точно отражают язык дизайна Calvin Klein. Такое сочетание гарантирует, что визуальные образы компании выглядят аутентичными, искренними и непринужденными. Эта аутентичность имеет решающее значение для успеха любых отношений с амбассадорами бренда, особенно на рынках Восточной Азии, где потребители очень чувствительны к неискренним подходам к брендингу. Кроме того, Чингук привносит в компанию высокий уровень цифрового влияния. Его присутствие на таких платформах, как Instagram и Weverse, дает Calvin Klein прямой доступ к ценной аудитории, минуя традиционные рекламные каналы. Его фан-база, известная своей высокой вовлеченностью и быстрой мобилизацией, продемонстрировала невероятную способность стимулировать продажи, продвигать глобальные хэштеги и доминировать в медиациклах всего за несколько часов после запуска кампании. Такое органичное усиление позволяет снизить затраты, одновременно увеличивая охват и влияние компании. Партнерство Чингука с Calvin Klein также способствует более масштабному ребрендингу. Calvin Klein продает не просто одежду, а свою индивидуальность. Сотрудничая с личностью, олицетворяющей молодую энергию, современную мужественность и транснациональное влияние, Calvin Klein подтверждает свое стремление оставаться актуальным в меняющемся культурном климате. Тем самым бренд активно отходит от эксклюзивных и жестких стереотипов прошлого. Теперь Calvin Klein позиционирует себя как более доступный, динамичный и чуткий к требованиям времени бренд. Назначение Чингука также позволяет Calvin Klein активно конкурировать с другими модными брендами в премиальном, но не люксовом сегменте. Такие конкуренты, как Tommy Hilfiger, Diesel и Hugo Boss, также сотрудничают со знаменитостями, но мало у кого есть такие же амбассадоры бренда, как Чингук, с его устойчивой глобальной известностью. Его компании привлекают внимание не только поклонников, но и модных критиков, отраслевых журналистов и брендинговых аналитиков, создавая высокую медийную ценность еще до официального запуска. Контекст токийского запуска делает роль Чингука не только функциональной, но и символической. Он становится визуальным центром компании и ее маркетинговым мультипликатором и якорем доверия. По мере того, как компания выходит на все платформы и открывается флагманский магазин, его образ станет лицом Calvin Klein, определяя, как компания будет восприниматься, интерпретироваться и запоминаться мировой аудиторией. Компания Calvin Klein, посвященная открытию флагманского магазина в Токио, изначально была верна основной визуальной философии бренда – минимализму. Однако появление Чингука переосмысливает этот подход. Он представляет собой редкую динамику, сочетающую узнаваемость мировой знаменитости с простым визуальным языком. Этот баланс между минимализмом и массовым признанием лежит в основе креативного направления компании. Визуальное присутствие Чингука обладает неотъемлемым эффектом. Без необходимости в чрезмерном стиле, сложных фонах или сложных повествованиях, его внешний вид сам по себе привлекает внимание.
Этот эффект позволяет Calvin Klein оставаться верным своим эстетическим корням, одновременно добиваясь массового вовлечения. В то время как традиционные